Всем привет! Настал новый сезон, сегодня наконец прогрелась почва и можно приступить к посадке картошки. Выезжаем из гаража. Дорожка до грядок бетонная, культиватор на транспортном колесе катится очень жестко. Кстати, недостатком у данной модели считаю отсутствие задней передачи. В работе он у меня уже третий год, и проверка технического состояния показала начало износа редуктора. Появился люфт вала с фрезами. Наконец-то выбрались на почву и дальше уже своим ходом на фрезах до места посадки. Начнем работать. Неудобно делать развороты, особенно на коротких участках. Самое главное встать в колею, а дальше качением вправо-влево, вверх и вниз культиватор сам потихоньку движется. Установил максимальную глубину культивации на один проход. Почва уплотнена не сильно. Когда брал Hyundai, боялся сорняков, особенно осота и пырия. Оба они корневищные, бороться с ними очень тяжело. Но на третий сезон культивации таких сорняков больше не стало, наоборот, появились места полностью свободные от них. Так как весной молодую поросль перемалывают фрезами, корням нужно срочно пустить новую, затратив на это много сил. Только она появилась, во время окучивания снова я ее срезаю. Затем ботва картошки затеняет уже третье поколение поросли. И только она начинает набирать силы, подходит время копки, и снова срез. Сезон кончается, а сорняк не успел набрать мощи и ослабевает. На следующий год все повторяется. Вот результат работы за сегодняшний день. Грядка ровная, глазу приятно. Но только отвлечешься, кошки все истопчут. Поэтому не обращайте внимания на их тропы. Кстати, на базе Hyundai выпущены 2-киловаттный Elitech KB4E и Техас 2000. А также очень интересная модель Deo DAT 2500 с плугом мощностью 2,5 кВт. На этом пока все. До новых встреч!